Добрый день, уважаемые клиенты, гости моего канала, случайные зрители, слушатели. Сегодня снова с вами я, ведьма Аграфена. И я сегодня делюсь опытом, своим практическим опытом по поводу рассор. Как убрать соперницу? Очень многие спрашивают, эта тема очень живая. Причем, еще раз я подчеркиваю, я не могу никого судить, кто прав, кто виноват. Кто сильнее, тот и прав. У каждого свои преимущества, у жен. Может быть, это мужчина не женат, у вас какая-то соперница появилась. Итак, мы не обсуждаем тут моральную сторону этого вопроса. Каждый за свое счастье борется как хочет. И магия это одно из ваших преимуществ, если вы ее используете. Итак, первое. Приступая к рассорам. Приступая к ритуалам, которые должны разлучить пару. Что важно? Первое. Не медлить. Время. Если вы только узнали о том, что он куда-то пошел, только начал с ней встречаться, только у них там какие-то отношения начались, немедленно надо бежать и сразу делать что-то. Если вы будете сидеть ждать, эти отношения будет разбить со временем гораздо труднее. Итак, от чего зависит эффект, скорость всех этих воздействий? В первую очередь от запущенности ситуации. Если уже там любовнице он дает деньги, не знаю, чуть ли не живет с ней, а может просто они уже так привыкли там где-то встречаться, и это уже не первый год, конечно, это будет сложнее, чем они только начали встречаться. Второй момент. Не забывайте, что рассора одна из сложных, ну, скажем, опасных работ. Все-таки это уже не ритуал, это не чистки, это не работа на деньги или еще что-то. Это даже не вызов. Вы должны подумать о своей защите. Все, кто ставит рассоры, это порча на отношения, и вам может за это хорошо прилететь. В первую очередь будет колбасить вас, вы можете стать агрессивным в зависимости от тех работ, которые вы проводите. То есть сказаться на вашем внутреннем состоянии, в том числе и на физическом. То есть вы можете начать ссориться со всеми подряд. Так, ну и третье, очень важный фактор, мы сейчас не рассматриваем, это магическая война. Если любовница, не знаю, жена, кто угодно, ваша соперница применяет магию, ну как, серьезную магию. Не так, что она там что-то где-то кому-то каким-то там, абы как пошла. А если она уже серьезно знает нычку, куда ходить, или она знает, что делать, или подливает что-то, делает привороты. Тут я этот случай не рассматриваю, это надо в этом видео, ну, невозможно это охватить, как быть, потому что там подход будет совершенно другой. Если идет там какие-то воздействия, привороты, чистку, и также вот в этот пункт я хочу еще сказать о чистках. То есть многие говорят, надо ему чистку поставить перед рассорой. Да никакую чистку ему не надо ставить. Если там идет магическая война, тогда только мы занимаемся чисткой. То есть и чистку ставим строго от приворотов. Никаких всеобщих чисток ему на радость, чтобы он расправлял крылья, он летит и от вас, и от нее. Это я вам уже 100 раз говорила. Будьте осторожнее с этими чистками. Итак, если мы предполагаем, что там никаких серьезных воздействий нет, мы просматриваем это все, диагностику делаем. В принципе, если там даже что-то и было, оно слабовато, или там одноразовое, или случайное какое-то воздействие, хорошая рассора их разлучает, потому что порчи, что сильнее всяких приворотов и, ну, не всяких, каких-то слабеньких приворотов, все порчи, все рассоры, деструктивные работы идут гораздо быстрее и проще. Что надо еще учесть? Надо учесть характер отношений. Это характер
Знаете, если у вас муж пошел развлекаться с какой-то любовницей, да, и вот у него там секс на стороне, секс его там кормят, поят и так далее. Это, да, рассору надо делать с упором на это. И совсем другое дело, если людей связывает гораздо больше, чем эти сиси-писи. Это может быть общий дом, где у него часть, у нее часть, там, и когда особенно муж и жена. У них общие дети, он боится, что дети обидятся на него, что не захотят общаться, и вообще не хочет терять себя в их глазах. Это может быть общий бизнес у них. Такую пару тоже можно разбить, но действовать немножко иначе. Да, отвращение друг к другу надо вызывать, ненависть, но часто людей держат эти вещи гораздо сильнее, чем то, о чем вы все думаете. Чувства. Чувства, кстати, если это пионеры, какие-то там, которые там на первом курсе какого-нибудь института учатся, чисто у них вспыхнула страсть, интерес, и нет никаких завязок других, то с этим справиться гораздо проще, если у них есть взаимные какие-то зависимости. Жилье, деньги, дети, ему негде жить, ей негде жить. Это другое. Если это просто там секс, сиси-писи, то это другое вообще. Если там вообще нет секса, еще гораздо проще. Итак, вы поняли принципы. Ну, я по рунам буду разбирать только один став. Так я вам буду перечислять, что я делаю, что рабочее, что 100% работает. Так, из заговоров. Есть заговор черт с чертищей. Черт с чертищей. Вы его найдете. Как считать, это уже кому как. Можно на фотографию пары, можно просто их имена упоминать. Хотя в этом заговоре говорится о паре, которая там живет, как бы. Причем она действует на тех, кто и не живет. Заговор универсальный, действует и на мужа с женой, и на пионеров, вот, и на тех, кого держит там секс, какие-то развлечения совместные. Второй заговор — рассора на Ивана Купалу. Стану я в ночь под Ивана Купала, возьму в руки 2 трепала, как чергу схвачу, на Лысую гору полечу. Вот эта рассора, она очень ритмичная, такая как сказочка, но она очень действенная. Это очень проверено. Без разницы, какая луна. Начинайте читать. Главное — злость, представлять, как эта пара ненавидит друг друга и так далее и тому подобное. Универсальные. Это черно-магические. Значит, идет обращение к чертям. И вторая также обращается к черным силам. Еще раз имейте в виду, когда делаете ритуал, к кому там обращается, на какой силе, на кто посредник или на вашей личной силе. Еще раз прошу вас. И любой понравившийся вам заговор, ну, просто его инспектируйте. Там часто приходит мне там какая-то геката. Если вы прекрасно знаете, вы чувствуете образ, что это за геката, и она вам как родная, тогда можете читать этот. А так может эта геката вас вообще не услышать. И это касается абсолютно всех персонажей, упомянутых в заговорах. Их очень много разных, там и черный старец, и девицы какие-то. Все зависит от того, услышат ли вас эти посредники. Итак, начинаю. Принципы мы поняли. Еще раз, на всякую пару желательно выбрать 5 ставов. В принципе, гадостей мало не бывает. Можно действовать, выбрать все подряд. Там их очень много, этих рассор. Там и на студу мужчине, и став пыльное, став чмо. Их очень много. Ну, из тех таких самых простых — табу. Табу, турисас и наутис, который запрещает им общаться. Ну, что из этого выйдет, этого может оказаться мало.
Если там кто-то живет с кем-то, можно закрыть дорогу Райда Наутис, изгоняющий. Чтобы эти люди... Ну, также можно действовать костром. Я его разбирала когда-то с таким оговором. Не забываем, что оговор, что силой данных рун, ставим на совместное фото, силой данных рун уничтожила полностью любые отношения, контакты и общение такого-то с таким-то. Помним, что если мы говорим разрушает, то этот процесс грозится превратиться в циклический и будет все время в настоящем времени они будут разрушаться, но итога не будет. Помним, что надо говорить итог. Разрушили, вернее, выжгли в пепел, да, в данном случае. Есть также, скажем, такая рассора. Слева один фигурант, справа другой. Уничтожение отношений. Тут действуют наутизы. Поэтому эта рассора еще хорошо уничтожает и охлаждает еще оба, скажем так, оба фигуранта. Есть также ставы, если же говорю, что если базируется все на отношения там на сексе, хорошо ставить остуды именно на мужчину. Есть хорошая еще хаос. Ставится на того в голове, в сердце, не знаю, в органах, в других органах, в голове того человека, которым хотите поселить хаос. Что это? Это люди идут в разные стороны, их союз разрушается, причем никто не замечает, как это вообще происходит. Еще есть хорошо ставить, я же говорю, что если это, допустим, пожилой мэн и молодая любовница, хорошо на нее поставить чмо. Варианты чмо разные. То есть он будет в ней такую-то не видеть неадекватную совершенно женщину, которая истерит. Это порча на соперницу. Там, то есть она толстая, некрасивая, может она под этот став будет становиться такой. То есть где-то она будет вызывать у него отвращение. Ставить на тетю. То есть на того человека, которого мы хотим сделать чмом. Есть еще ставы на истерики. Чаще всего мужчины, допустим, не любят женщин, которые истерят. Их очень много. То есть если женщина начинает истерить, если это замешано, их отношения замешаны на сексуальной там какой-то составляющей, хорошо на нее поставить на истерике. Эти ставы, я же говорю, я не разбираю прунно, потому что у меня просто нет времени. Сейчас я покажу, допустим, есть такой став, вы его можете найти там на истерике. Это рунный ряд не классический, скажем так. Тут смешаны руны разных рядов. Вот такая, это на истерике. В основном ставлю на женщину. Есть еще такой став разрушение отношений, смерть отношений. Ставится много еще став уничтожителей. Можно между ними ставить уничтожать отношения. Так, есть специальные ставы, когда люди дерутся. Но опять же, учитывайте ситуацию. Там, где есть секс, им ставить на драки, нежелательно, потому что драки и секс, драка может закончиться сексом. То есть, если разрушать отношения, основанные на сексе, это чмо, это хаос, это может быть вот там, где остуды, там, где всякие исы. Если это сожительство, взаимная зависимость, это сложнее будет, тогда надо по-другому. Итак, самый важный став, когда мне люди говорят, что вот
Рассора, это же рассора, они просто поссорятся. Да, это на пионеров хорошо, они поссорились, у них нет общего дома, детей, бизнеса, общего прошлого, печати, штампов в паспорте. То есть они поссорились, пошли искать следующих, им 20 лет. А теперь представьте другая ситуация, что все это есть, и он будет там всеми силами держаться за эту миску, за этот стол, за которым он сидит, за эти вещи, которые у него в шкафу, за какую-то общую машину, а может быть это дорогая машина, а может быть это дорогой дом, а может быть это общий бизнес, в котором вложено, может быть и миллионы. И он не хочет это все бросать или делить, ему просто это неудобно и невыгодно. Отношения построены на общем удобстве гораздо сильнее, чем любовь пионеров. Итак, мне говорят, настоящая любовь, вот это настоящая любовь, где людей ничего не связывает, рушится быстрее, чем вы думали. А вот эти отношения их разрушить гораздо сложнее. Итак, есть став бомж. Став бомж, мы его сейчас разберем. Став бомж. Что делает этот став? Этот став ставится на того человека, которого вы хотите убрать. Допустим, это ваш муж, а убрать надо какую-то женщину. В первую очередь, да, напоминаю, что вы должны хотя бы ее имя знать, хотя бы какое-то представление о ней иметь, а лучше всего фотографию. Итак, Люся. Ставим это на Люсю, потому что ее надо убрать. Ее надо убрать из отношений, вообще из общения, вообще из его сердца. Если убирать из его сердца, это немножко другая ситуация. Итак, убираем Люсю. Этот став добивает отношения любые, которые уже, допустим, мы наставили и остут, и он уже ее не хочет. Может быть, у них уже, скажем, нет и общих дел. Он видит, что она противная какая-то. Ну, что-то его держит, ну, может, он уже привык к ней. Или по какая-то инерция, да, что вот у него есть жена, да, с которой, может быть, уже скучно, она ему надоела. А вот он не бросает Люсю. Может, ему нравятся скандалы, и такое есть. Есть такие люди, которые наслаждаются, им нравится, что Люся скандалит, что-то от него хочет. Он чувствует себя прекрасным принцем, за которого держатся, с которого что-то хотят. Ну, разные люди. Чтобы вот это все закрыть, чтобы вообще ничего не хотелось, ну, кроме там всего прочего, остут, вот это чмо, на истерики, мы ставим этот бомж. Итак, бомж. Из чего он состоит, как он выглядит? Манас. Человек. Человек это мужчина или женщина, неважно. Перевернутый. Уйти должен. Уйти должен от Алла. Из жизни, из сердца, из дома, откуда-то. Брекана в обратную сторону. Процесс, который сходит на нет. То есть этого процесса нет. Иса. Все это мы замораживаем. Все это прекращается. Все это останавливается. Наутиз зеркальный. Человек понимает, что так будет лучше. Осознанная необходимость. Соглашение. Соглашается. Лагус. Человек, мы прячем свою работу, то есть это все происходит незаметно, да, чтобы у нас не было магической войны, чтобы никакие не побежал снимать, кто-то там мириться и так далее. Ансус перевернутый. Ну, чтобы эти мысли разрушающие постоянно приходили, чтобы человек вынужденно думал об этом, что это все надо разрушать. Так, и Ера, чтобы этот процесс не прекращался. Вот это самое главное, Ера зацикливает этот процесс. Как только, ну, вдруг они будут там ссориться, мириться, чтобы это все дело не останавливаемся. Ну, помните, что сильно рассчитывать на руну Ера не приходится, все равно ставы эти надо подновлять. Итак, этот бомж, что он делает? Он полностью уничтожает бомж. Добивает отношения.
То есть весь процесс отношений сходит на нет, человек уходит из дома, из сердца, я не знаю, откуда-то, из жизни другого человека. Ставится на того человека, которого нам надо убрать. Например, Люся. Вам хочется, чтобы Люся исчезла. И неважно, куда она там исчезнет. И, кстати, этим ставом предполагалось, и также можно делать, убрать человека с какой-то работы, допустим. А кто-то надоел на работе, чтобы этот человек уехал, ушел с этой работы. Или покинул какую-то страну, или покинул какое-то заведение. В принципе, этот став работает вот в таких ситуациях, где надо человека убрать откуда-то, из отношений, с территории, с работы. Я им добиваю рассоры до окончательного расставания. Ну, какие еще нюансы хочу сказать? Так, есть разные ситуации. Вот самая сложная ситуация, когда есть какой-то закон гор, когда там есть брак, 5 детей, брак религиозный, брак официальный в ЗАГСе, и куча родственников и с той, и с другой стороны, которые, ну, готовы там глотку перерезать, если кто-то куда-то дернется. Это одна из сложных ситуаций, ну, добиться, скажем так, расторжения брака в ЗАГСе, в суде и разъезда можно. То, что у них там религиозный брак, допустим, да, может продолжаться как-то существовать. Это уже не во власти РУН. То есть такие законы, которые, что брак нельзя расторгнуть. Итак, это было видео. Если кому интересно, я могу подробно провести урок. Урок у меня платный по поводу того, как вам самим действовать, если вам надо устранить соперника или соперницу. Этот урок платный, пожалуйста. Я отвечаю на ваши вопросы, но вы имеете какую-то границы какие-то. То есть вы хотите полностью, чтобы я вам дала какой-то серьезный урок, да, и тогда это стоит денег. Все подробности я не могу рассказать в коротком видео. И ну, это тоже мои наработки, это тоже мои секреты. А давать вам какие-то указания поверхностные, которые вы можете, ну, неправильно понять, не так использовать или до конца эту систему не понять, я тоже не хочу, потому что, ну, вы сделаете не так, и будете считать, что вам что-то неправильно сказали, да, там половину информацию нет смысла говорить, надо знать всю. Как наносить, в случае, если нет фото. Да, и это все относится к тому случаю, если вы знаете этого человека, которого надо устранить, же лучше всего фотографию. Если вы не знаете, бывает такое, что даже имени не знаете, или подозреваете, что у нее их несколько, эта работа, она совершенно другая. Это называется закрытие от всех баб или закрытие от всех отношений. Это совершенно другое. Оно действует медленнее и сложнее, и запутаннее. Поэтому эти работы относятся только к тому случаю, если вы знаете, кто соперник, представляете энергетически этого человека, имя знаете, хоть какие-то данные. И этот человек, ну, или один, или бывает, что у мужчины там или у женщины 2 каких-то. И того надо убрать. Бывает 2 и 3. Вот. Это и нет войны магической. На вас есть защита. Хотя можно, конечно, можно другую какую-то защиту пойдет ваша защита эгрегориальная, допустим, христианский эгрегор. Если вы там сходите, какую-то поставите себе сорокауста здравие, может, ставьте, потому что будет обратка. Вот эти все ставы я по рунам не рассказывала, не раскладывала, их еще больше. Но общее направление вы поняли. Тому остуду, если надо, если отношения замешаны на чем-то другом, то надо действовать вот так вот. Добивать отношения. Есть еще хороший став, называется циркулярная пила. Я ее ставлю на фотографиях.
хотя ее автор писал, что якобы нельзя. Циркулярная пера очень сложная, там я ее просто буду рисовать тут полчаса. Если вы хотите, посмотрите, что это. Обычно я не ставлю такие ставы, где так много рун. Но тем не менее, я взяла один раз ее в тест, и он оказался удачным. Ну и по поводу того, что надо диагностировать ставы, там, особенно начинающим, по сути, желательно диагностировать. Я, например, ну, вижу по внешнему виду, по рунам, нравится мне этот став или не нравится. Читаю отзывы, потом я ставлю то, что считаю нужным протестировать. Есть вещи, которые просто изначально вообще не тестирую, не просматриваю на Таро. То есть я все равно... А какие-то я вижу, сразу беру в работу. Тут уже работа ваша интуиция. Вот это все рабочие. Просто нюансы вы поняли, да? Запрет, чтобы не ходил, выжечь все между людьми, там отношения, чувства, хаос, уничтожение отношений, чмо, смерть отношений, истерики и бомж. То, что не поддается, допустим, уже вроде бы и ссорятся, и мирятся, и их связывает что-то большее, чем сиськи-письки. Поэтому обращайтесь. Если надо, я вам дам урок. Если надо, сделаем рассору. И помните, что все вот эти вещи надо желательно сделать много и сразу. Особенно если вы начинающий. То есть и читать заговоры, они работают туда же. И ставить вот эти вот ставы, если вы знаете, кто ваша соперница или кто ваш соперник. Если вы не знаете, это другое. Спасибо. С вами была ведьма Аграфена. До свидания.